Царский поезд сошел с рельсов. Камерлакеи, стоявшие в дверях, погибли сразу. Кричали дети, и непонятно было, кто жив. Государь-император с трудом выпрямился во весь свой огромный рост и подставил плечи под перекошенную балку. Спасти. Удержать. Сколько хватит сил. До конца XIX века остается 20 лет. Российская империя уже занимает 1/6 часть суши и является самым большим государством мира. После либеральных реформ Александра II Освободителя, вопреки всем ожиданиям и надеждам, страна находится в состоянии экономического кризиса. За время правления Александра II выплавка чугуна увеличилась лишь на 67%, тогда как в Германии за то же время на 319%. Внешний долг России вырос с 2 до 6 миллиардов рублей. Коррупция приобрела невиданные прежде масштабы. Взятки крупным чиновникам достигали 200 тысяч рублей, 160 миллионов в современном эквиваленте. Страну лихорадило. Впервые в России появилось понятие «терроризм». Народовольцы объявили охоту на самого государя и с 8-й попытки все-таки убили его. Никогда еще царская власть в России не была так неустойчива. И весь этот груз предстояло принять на себя новому императору. Вообще-то императором он быть не собирался. Средний сын Александра II, великий князь Александр Александрович, готовился к военной карьере, а на престол должен был взойти его старший брат, цесаревич Николай Александрович. Но во время путешествия по Европе Николай заболел. Консилиум врачей заключил, что у наследника туберкулезный менингит. Вскоре великий князь скончался. Александр много времени проводил у постели брата. Рядом всегда была невеста Николая, принцесса Дании Мария София Фредерика Дагмар. Горе сблизило их. Так постепенно Александр влюбился в маленькую хрупкую Мини, как звали ее в семье. Но целых 10 дней стеснялся сделать предложение. И тогда Мини проявила инициативу. Она пригласила Александра посмотреть фотоальбомы. Едва цесаревич прошептал что-то вроде «прошу вашей руки», Мини решительно бросилась ему в объятия. Этот брак будет счастливым. Мария София Фредерика Дагмар, в православии Мария Федоровна, родит мужу 4 сыновей и 2 дочерей. Император всю жизнь будет обожать и побаиваться свою маленькую императрицу. Они проживут в любви и согласии 28 лет. И разлучит их только смерть Александра. Во время революции Мария Федоровна сумеет уехать в Данию и доживет до глубокой старости, так и не поверив в смерть сыновей, расстрелянных большевиками. А когда в 1881 году император Александр III взошел на престол, ему было 36 лет, и он отлично знал, что следует делать. Он был уверен, что именно либеральные реформы, которые проводил его отец, ослабили экономику и расшатали общество. Теперь необходимо все вернуть на круги своя. В деревне были отменены мировой суд и крестьянское самоуправление. В городе мелкие торговцы и приказчики лишены избирательного права. Введена строгая цензура. За вольнодумство закрыто 15 печатных изданий. Из библиотек изъято 300 наименований книг, в том числе Некрасов, Гаршин, Короленко. Новый университетский устав ликвидировал автономию университетов, ввел обязательную форму для студентов и в 5 раз повысил плату за обучение. Циркуляр о кухаркиных детях запретил принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников. И все же страна стремительно неслась вперед. Появились нефтяные вышки и прокатные станы, электрическое освещение и мощенные мостовые.
центральный водопровод и ватер-клозеты, платья с турнюрами, шляпы-котелки, пароходы, телеграф, трамвай Сименса и телефон Эриксона. Первую в России телефонную линию по личной инициативе Александра III провели из Петербурга в Гатчину, где располагалась царская резиденция. Гатчинский дворец стал также первым в России электрифицированным дворцом. И это была единственная роскошь, которую позволил себе Александр III. В остальном он придерживался режима строгой экономии. Уменьшил свиту вдвое, балы и прочие развлечения при дворе стали редки, расходы на кухню и вина сократились. Остались, как прежде, только царские охоты. Александр был страстный охотник и отменный стрелок. Еще больше охоты он любил рыбалку. Императрица собственноручно жарила мужу пойманных судачков с картошкой, и они были абсолютно счастливы. Но отдых в кругу семьи император мог позволить себе нечасто. Обычно он очень много работал, делая короткие перерывы, чтобы выкурить сигару или прогуляться по саду. Однажды во время прогулки он подкрался к младшему сыну Михаилу и хорошенько облил его из садового шланга. Через несколько дней Михаил улучил момент, когда отец курил свою сигару, высунувшись в окно кабинета, поскольку курить в комнатах ему не позволяла жена, и вылил на него сверху целое ведро воды. Наказание не последовало. Он отличался огромной физической силой. Завязывал в узел кочергу и сворачивал в трубочку пятаки. Очень высокого роста, 193 сантиметра. Император был к тому же довольно тучен, поэтому не любил ездить верхом, для него трудно было подобрать лошадь. В быту Александр был непритязателен. Вставал в 7 утра, сам варил себе кофе и пил его без сливок и сахара, заедая баранками. Гулял с любимой собакой Камчаткой, потом несколько часов принимал доклады министров. В час дня завтрак. Чай, яйца вкрутую и ржаной хлеб с маслом. Потом работал с бумагами в своем кабинете, с 3 до 5 в любую погоду гулял по саду с императрицей и детьми. В 8 часов подавался обед. Государь любил хорошо поесть. Уху или раковый суп с растягаями, бараний бок с кашей, соленые огурцы, гурьевскую кашу со сливками и миндалем. А после обеда он продолжал работу, иногда до глубокой ночи. Нередко император отправлялся в инспекционные поездки. Сопровождавший царский поезд инженер-путеец Сергей Витте часто становился свидетелем ситуаций, которые казались немыслимы для императорского быта. Мне приходилось видеть, что когда все уже лягут спать, то камердинер Котов постоянно штопал штаны императора. Как-то раз, проходя мимо и видя, что он все штопает, говорю ему: «Неужели вы не можете взять с собой несколько пар, чтобы в случае, если окажется в штанах дырка, дать государю новые?» А он говорит: «Попробуйте-ка дать. Если он наденет какие-нибудь штаны или сюртук, то кончено. Пока весь по швам не разорвется, он ни за что не скинет». При Александре III в моду вошел стиль а-ля Рус. Платья, украшения, меню в ресторанах, интерьеры. Возник особый стиль в архитектуре, который потом назовут псевдорусским. Башенки, пузатые колонны, изразцовые узоры, новые терема на старый лад, например, верхние торговые ряды, ГУМ, и здание исторического музея в Москве. Александр поощрял живопись, особенно на исторические темы. Его любимыми художниками были Васнецов и Суриков. Но именно в это время расцвета национальных традиций в России встает вопрос отношения к иноверцам, в том числе еврейский вопрос. Российские евреи еще со времен Екатерины II могли жить только в определенных районах, так называемой черте оседлости. Реформы Александра II значительно расширили права иноверцев, в первую очередь евреев. Во второй половине XIX века еврейский капитал стал играть значительную роль в торговле, банковском деле, а также печати, журналистике, издательском бизнесе. И Александр III свернул отцовские реформы, изменив национальную политику.
Из Москвы принудительно выселили за черту оседлости 20 тысяч человек. Установлена квота евреев в средних и высших учебных заведениях. 10% в черте оседлости, 5% вне черты, 3% в столицах. Такое положение подтолкнуло многих представителей еврейского молодого поколения в революционные партии. Александр III осознавал масштабы своей империи и что ей необходима мощная скрепляющая линия. Эта идея была воплощена буквально при строительстве Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире. Общая длина Транссибирской магистрали – 9298 километров 200 метров. При Александре III был построен самый сложный и протяженный участок – от Урала до Владивостока. 7000 километров через горы, тайгу и сибирские реки. Темпы строительства были рекордными. Прокладывалось от 2500 до 5000 километров полотна в год. Бюджет строительства составил 1 миллиард рублей. 780 миллиардов на современные деньги. В правлении Александра III в России наступил настоящий железнодорожный бум. Путешествовать по железной дороге было престижно. Появились особые дорожные платья и шляпки. Вагоны первого класса отделывались роскошью светских салонов. 17 октября 1888 года император с семьей возвращался из Крыма в Петербург. Поезд шел с небольшим опозданием. И перед Харьковом решено было прибавить скорость. Состав удалось разогнать почти до 70 верст в час. Поезд состоял из 15 вагонов. Багажный, мастерская, личный вагон министра путей сообщения, 2 кухонных вагона, вагон персонала, столовая, вагон великих князей, вагон императорской четы, вагон наследника и 5 вагонов свиты и охраны. Длина состава более 300 метров, вес 480 тонн. По правилам техники безопасности он должен был делать максимум 37 верст в час. На перегоне Тарановка-Борки скорость была превышена почти вдвое. В 2 часа 14 минут поезд сошел с рельсов. Из 15 вагонов 10 были разрушены полностью. В вагоне столовой, где находилась царская семья, вынесла боковые стенки. В пролом выбросила 6-летнюю великую княжну Ольгу. Она бежала по насыпи и кричала: «Они нас всех убьют! Все равно всех убьют!» 10-летнего великого князя Михаила засыпало обломками, и его с трудом отыскали. 13-летней великой княжне Ксении обломками повредила спину, и она на всю жизнь осталась инвалидом. Погибли 20 человек, ранены 37. Император разбирал завалы, государыня помогала раненым. Только к вечеру удалось убедить их отбыть в Харьков. По дороге император вспомнил, что за месяц до катастрофы он стал случайным свидетелем разговора на железной дороге. Инженер-путеец Сергей Витте доказывал, что нельзя сильно разгонять тяжелый поезд. Сам Сергей Витте позже вспоминал этот спор, который станет для него судьбоносным. Вступил со мной в разговор министр путей сообщения, который заявил: «А на других дорогах ездим же мы с такой скоростью, и никто никогда не осмелился требовать, чтобы государя везли с меньшей скоростью». Тогда я не выдержал и сказал министру путей сообщения: «Знаете, ваше высокопревосходительство, пускай делают другие, как хотят, а я государю голову ломать не хочу, потому что кончится это тем, что вы таким образом государю голову сломаете». Александр III вызвал Сергея Витте в Петербург и уговорил возглавить департамент железных дорог при Министерстве финансов. Переход на госслужбу для Витте был убыточным. Вместо 40 тысяч в год в частной компании его жалование составило всего 8 тысяч. Поэтому император доплачивал ему компенсацию из своих личных средств – еще 8 тысяч. Через 2 года Витте был назначен министром путей сообщения и министром финансов.
Во многом благодаря ему Россия стала делать первые шаги по выходу из финансового кризиса. За 10 лет добыча угля в стране увеличилась на 110%, нефти – на 1468%, выплавка стали выросла на 159%, чугуна – на 487%. Сельское хозяйство производило 15% мирового объема пшеницы и 55% мирового объема ржи. Бюджет России вырос почти в 9 раз. В Англии за это же время он увеличился в 2,5 раза, а во Франции – в 2,6 раза. Более чем в 2 раза был увеличен российский золотой запас. К 1893 году доходы государства превысили расходы почти на 100 миллионов рублей. Русский рубль стал твердой международной валютой. Россия превратилась в одну из самых мощных мировых держав. Александр III провел модернизацию вооруженных сил. Армия получила на вооружение винтовку Мосина, знаменитую трехлинейку, которая прослужит на 2 мировых войнах вплоть до середины XX века. Была введена новая, более удобная форма, включая гимнастерку, которая существует и сейчас. Повышены требования к военному образованию. Флот получил 114 новых военных судов, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров. До этого почти не имевшая современного военного флота, Россия вышла на 3-е место в мире после Англии и Франции. Но войн в царствовании Александра III не велось. Наоборот, ему удалось не допустить уже назревавший в Европе военный конфликт между Англией и Германией, за что впоследствии он получил прозвание «миротворец». Он изменил обычную европейскую расстановку сил, отказавшись от союза с Германией и заключив договор с Францией. У этих изменений была экономическая подоплека. В свое время для подъема экономики Россия использовала кредиты, полученные в Англии и во Франции, и теперь была вынуждена заключить внешнеполитический союз со своими кредиторами, которые впоследствии втянут ее в военный конфликт – Первую мировую войну. Возможно, Александр III сумел бы предотвратить катастрофу, и не случилось бы ни войны, ни падения империи. Но после крушения поезда у него начались проблемы со здоровьем. Плохо работало сердце, болела поясница. Почти 6 лет он старался не придавать этому значения, пока не стало совсем плохо. В сентябре 1894 года консилиум русских и немецких врачей поставил диагноз – нефрит, острое воспаление почек. Императору предписали строгую диету, попросили его перебраться в Крым, в Ливадию. 19 октября фельдъегерь повез из Ливадии в столицу бумаги, подписанные Александром III в последний раз. Император причастился святых тайн, попрощался с женой и детьми. Смерть наступила в 14 часов 15 минут. Александру III было всего 49 лет. Гроб с телом императора был перевезен из Крыма в столицу через Севастополь, Харьков, Орел и Москву. Везде собирались огромные толпы попрощаться с государем. И когда траурный поезд отходил от перрона, люди вставали на колени. Таких долгих и торжественных похорон прежде не бывало. И тогда еще никто не знал, что больше в России царей хоронить не придется. Самое большое государство мира, Российская империя, на пике своего экономического и политического могущества переходила под власть 26-летнего Николая Александровича. Николай, или по-домашнему Ники, получил прекрасное образование. Владел всеми необходимыми для придворных мероприятий навыками. Был умен, интеллигентен, тонок и необыкновенно обаятелен. В 1886 году в гости к великой княгине Елизавете Федоровне приехала ее родная сестра,
принцесса Гессен-Дармштадтская Алиса Виктория Елена Луиза Беатрикс, или, как ее называли, Алекс. Родители наследника в качестве невесты ее приняли не сразу. Во-первых, ростом она была выше Николая, а во-вторых, пуританские манеры датской принцессы со стороны казались холодностью и высокомерием. Но Николай влюбился без памяти, с первого взгляда. Он не отходил от Алекс ни на шаг. У влюбленных была игра – кольцом с драгоценным камнем вырезать на стекле имена друг друга. Эту традицию они сохранят на всю жизнь, и на стеклах Зимнего еще долго будут храниться их любовные послания. Юный Николай выпросил у матери брошь с бриллиантом в 12 карат и преподнес ее возлюбленной. Этот подарок станет символом их любви. Утром 17 июля 1918 года, раскапывая пепелище, в котором сожгли их одежду, будет найден бриллиант весом в 12 карат. Она не расставалась с ним до последнего дня. Когда отец Николая, Александр III, понял, что умирает, он согласился на брак сына. И в 1894-м, после 8 лет ожидания, Николай обручился со своей возлюбленной. Она приняла православие с именем Александра Федоровна. Через месяц после смерти Александра III состоялась скромная свадьба. Пышные торжества не позволял траур. Церемония коронации состоялась 14 мая 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля. Праздничные мероприятия длились 20 дней. Торжественный въезд в столицу, приемы, балы, парадные обеды. На 18 мая были назначены традиционные народные гуляния на Ходынском поле с увеселениями, угощением и раздачей гостинцев. В состав царского гостинца входили колбаса полукопченая – 200 грамм, сайка от Филиппова – 400 грамм, вяземский пряник – 130 грамм, конфеты и орехи – 300 грамм, эмалированная кружка с монограммой царя и двуглавым орлом. Все завернуто в хлопчатобумажный платок. Для угощения было заготовлено 30 тысяч ведер пива и 10 тысяч ведер меда. Все это обошлось казне в 339 536 рублей. Организаторы рассчитывали на 400 тысяч человек. Собралось около 1 миллиона. Люди пришли на Ходынку с ночи, чтобы успеть занять хорошие места. В толпе говорили, что платки в гостинцах с разными рисунками. Кому попадется с избой, дадут новую избу. Кому с коровой, выдадут корову. Около 5 утра кто-то пустил слух, что буфетчики уже начали раздавать гостинцы, и на всех не хватит. Толпа заволновалась. Те, кто пришел позже, стали напирать. Безопасность мероприятия обеспечивали 1800 полицейских. Капля в море миллионной толпы. Они ничего не смогли сделать. Началась страшная давка. Того, кто падал, тут же затаптывали. За несколько часов погибли 1389 человек, и еще несколько сот были покалечены. В 10:30 утра о Ходынской катастрофе доложили императору. Все ожидали, что он немедленно отправится на место трагедии. На Ходынское поле он приехал только к 2 часам дня. И только во дворце знали, что до того времени они вместе с Александрой Федоровной молились в кабинете перед иконами. На вечер 18-го, согласно давно утвержденной программе, был назначен бал во французском посольстве. Императорская чета пробыла там всего 10 минут. Вошли, поклонились и вышли. Но известие о том, что царь с царицей поехали в такой день на бал, тут же разнеслось по всему городу. Несмотря на то, что Николай из собственных средств выделил 90 тысяч рублей на пособие семьям погибших, говорили о равнодушии императора к народному горю и о дурном предзнаменовании, с которого начинается новое царствование. Мол, не случайно император родился в день Иова Многострадального, 6 мая. Ничего хорошего это России не сулит. Вскоре император получил еще одно предсказание. Когда пришло время вскрыть письмо императора Павла I, написанное в 1801 году для потомков, с условием прочесть ровно через 100 лет.
О существовании этого письма знали при дворе лишь немногие доверенные лица, и в их числе близкая подруга императрицы Александры Федоровны, оберкамерфрау Мария Герингер. В утро 12 марта 1901 и государь и государыня были очень оживлены и веселы, собираясь ехать в Гатчину вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселы, но возвратились задумчивые и печальные. И о том, что обрели они в этом ларце, никому ничего не сказали. После этой поездки государь стал поминать о 1918 годе как о роковом годе и для него лично, и для династии. В письме Павла по легенде были изложены результаты его тайной беседы с монахом Авелем, русским Нострадамусом. Авель точно предсказал дату смерти Екатерины II. Предрек самому Павлу гибель 11 марта от рук заговорщиков. Александру I – войну с французами, пожар Москвы, вступление русских войск в Париж. Николаю I – восстание декабристов. Александру II – отмену крепостного права, войну с турками за освобождение славян и убийство царя-освободителя. Александру III – мир и порядок. Про Николая II было сказано: «Святой царь Иову многострадальному подобный, будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. На венец терновый сменит он корону царскую. Предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Война будет, великая война, мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серую зловонной друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором возьмет в безумии власти, и наступит воистину казнь египетская». Романов Николай Александрович. 29 лет. Вероисповедание православное. Семейное положение женат. Дети: дочь Ольга, 1 год, 2 месяца. Положение по воинской повинности: полковник лейб-гвардии гусарского полка. Род занятий: хозяин земли русской. В 1897 году в Российской империи была проведена всеобщая перепись населения. Результаты были опубликованы в 89 томах. Данные на 128 миллионов 924 тысячи 289 человек. На момент проведения переписи Александра Федоровна была снова беременна. И все надеялись, что будет мальчик, наследник. Родилась дочь Татьяна. Еще через 2 года Мария. Потом Анастасия. Многочисленные родственники уже не пытались скрыть свое разочарование. Императора это совершенно не смущало. Но императрица была одержима мыслью о наследнике. Летом 1903 года в Саровской обители Николая и Александра молились у мощей преподобного Серафима. Просили о сыне. Через год, 12 августа 1904 родился цесаревич Алексей. Но счастливые родители от чего-то были крайне встревожены. Во дворец один за другим приходили врачи. На 3-е сутки выяснилось: долгожданный ребенок болен гемофилией и в любую минуту может умереть. Гемофилия – генетическое заболевание, нарушение свертываемости крови. Особенную опасность представляют внутренние кровоизлияния. Болезнь неизлечима. Страдают ею обычно мужчины. Женщины бывают носительницами дефектного гена. Александра Федоровна унаследовала гемофилию от своей бабушки, английской королевы Виктории. Виктория передала дефектный ген многим своим внучкам во все правящие дома Европы. Поэтому гемофилию называли также викторианской или королевской болезнью. Даже при небольшой травме Алексей оказывался между жизнью и смертью. И тогда в газетах печатали бюллетени о состоянии наследника на первых полосах.
рядом с донесениями с фронтов японской войны. В конце XIX века Дальний Восток стал местом притяжения интересов всех великих держав. Слабый и отсталый Китай подвергался агрессии многих стран. Япония претендовала на ведущую роль в Тихоокеанском регионе и под лозунгом создания Великой Азии готовила вторжение в Маньчжурию, северо-восточную провинцию Китая. Утверждение Японии около границ России угрожало безопасности восточных районов империи. Россия, как и другие страны, намеревалась приобрести на Дальнем Востоке свои зоны влияния. Но кроме этого, война должна была отвлечь народные массы от антиправительственных выступлений. 9 февраля 1904 года Япония начала войну с Россией. На рейде Порт-Артура разбита первая Тихоокеанская эскадра. Через год блокады Порт-Артур пришлось сдать. В феврале 1905-го японцы ценой чудовищных потерь заставили отступить русскую армию под Мугденом. В мае в проливе Цусима японский флот разгромил вторую Тихоокеанскую эскадру. Николай распорядился начинать переговоры о мире. Ему возражали. Силы Японии на пределе, а Россия только начала разворачивать свои военные мощности. Нужен еще 1 год, 1 000 000 рублей и 20 000 жизней. Император решительно сказал: «Нет, заключайте мир». Условия Портсмутского мирного договора оказались вполне приемлемыми. Удалось и контрибуции избежать, и сохранить половину Сахалина. Следствием военных тягот стали массовые волнения по всей стране, которые назовут Первой русской революцией. Январь 1905-го. Забастовки рабочих в Петрограде, Риге и Варшаве. Май. Стачка текстильщиков в Иваново. Июнь. Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Октябрь. Всероссийская политическая забастовка, в которой участвовали 2 миллиона рабочих. Остановились крупные заводы, встали железные дороги. Николай II обратился за помощью к соратнику отца Сергею Витте, и тот убедил царя в необходимости политических реформ. Николай подписал составленный Витте манифест, который провозглашал принцип неприкосновенности личности, свободу слова, совести, собраний и союзов и, наконец, учреждал парламент, Государственную Думу. Но беспорядки в стране только набирали обороты. Из всех российских губерний относительно спокойно было только в одной – Саратовской. Николай II вызвал в Петербург саратовского губернатора, 44-летнего Петра Столыпина. И после долгой беседы с ним понял, что на этот раз именно Столыпин, а не Витте, сможет вывести страну из кризиса. Столыпин стал министром внутренних дел, а через 2 месяца возглавил новое правительство. С помощью антитеррористических мер, военно-полевых судов ему на некоторое время удалось сдержать революцию. И вслед за тем он начал масштабную аграрную реформу. Крестьянам предлагалось выходить из общины, обустраивать отдельные хутора, выкупать по льготным ценам земли, брать кредиты на развитие и прочее. За 6 лет было выдано кредитов на 1 миллиард 40 миллионов рублей. Заявки на получение земли подали 6 миллионов крестьян, 44%. Успели получить землю в собственность 1,5 миллиона, 10%. Урожайность за это время выросла на треть. В 1913-м Российская империя достигла своего экономического максимума. Рост сельскохозяйственного производства составил 2%, первое место в мире. Рост промышленного производства – 5%, первое место в мире. Прирост населения – 1,5%, первое место в Европе. Национальный доход страны – 16 миллиардов 400 миллионов рублей, четвертое место в мире. Валовое промышленное производство – 6 миллиардов 521 миллион рублей, пятое место в мире. Столыпинская реформа была рассчитана на 20 лет. Возможно, за это время крестьяне успели бы стать фермерами, и на них не подействовала бы агитация большевиков. Но в 1911 году
Киевском театре на виду у всех премьер-министр Столыпин был убит эсером Дмитрием Багровым. Вскоре началась Первая мировая война. Она унесет жизни 12 миллионов человек и обрушит 4 империи – австро-венгерскую, османскую, германскую и российскую. Война велась между Тройственным союзом – Германия, Австро-Венгрия, Италия – и блоком Антанта – Россия, Англия, Франция. В ходе войны к Тройственному союзу присоединилась Турция и Болгария, к Антанте – Италия, Румыния и США. Каждая страна преследовала свою цель. Германия стремилась расширить свои владения и установить доминирование в мировой политике. Франция хотела вернуть утраченные территории, а также захватить Саарский угольный бассейн. Австро-Венгрия имела территориальные претензии к Сербии, Черногории, Румынии и России, а также стремилась подавить национально-освободительное движение. Англия стремилась уничтожить Германию как своего основного соперника в торговле, а также забрать у Турции богатые нефтью земли. Италия стремилась расширить свое господство на Балканском полуострове. Россия выступала на стороне Англии и Франции как участник блока согласия. Предлогом к началу войны послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским националистом Гаврилой Принципом. Манифест о начале войны с Германией русское общество встретило с большим воодушевлением. Русская армия поначалу значительно продвинулась на территорию противника, но на следующий год ситуация на фронтах изменилась. Главнокомандующий дядя императора великий князь Николай Николаевич оказался посредственным полководцем. Немцы вступили на территорию Российской империи. И тогда император сам принял командование армией. Через 2 недели русские войска прорвали немецкий фронт. Правительство спешно перекраивало экономику страны под военные нужды. Во время Первой мировой войны Россия, единственная из всех воюющих стран, полностью обеспечивала себя сырьем и дольше всех могла не переводить экономику на военные рельсы. После 4 лет тяжелейшей войны Россия была в состоянии продолжать военные действия вплоть до победы. На весну 1917 года планировалось масштабное наступление на всех фронтах, которое должно было решить исход войны в пользу России. Но стремительное нарастание социальной напряженности вызвало революционный взрыв. Пока Николай был в Ставке в Могилеве, влияние Александры Федоровны на дела сильно возросло, что вызывало недовольство в обществе, при дворе и в думских кругах. Императрица никогда не была популярной. Самое большое возмущение вызывало ее постоянное общение с известным всему Петербургу сибирским старцем Григорием Распутиным. Одни считали его духовицем и целителем, другие – шарлатаном. Ходило множество слухов вокруг отношений Ее Величества и Распутина. Сама императрица безгранично ему доверяла, потому что она не раз видела, как старец читал молитвы над ее умирающим сыном, и мальчик приходил в чувство. Александра Федоровна была уверена, пока Распутин рядом, Алексей будет жить. «Я верю в мудрость нашего друга. Бог послал его тебе в помощники и руководители», писала Александра Федоровна императору. Пользуясь безграничным доверием императрицы, Распутин начал влиять на дела правления и военные решения государя. Все чаще в письмах Александры звучали просьбы и советы царского друга. В конце концов составился заговор, и Распутина убили. Одним из заговорщиков оказался 25-летний великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора. 22 февраля 1917 года Николай II уехал из Царского Села в Ставку, в Могилев, готовить весеннее наступление.
тот же день цесаревич Алексей заболел корью, от него заразились сестры. Всех детей остригли наголо. Когда Александра Федоровна металась между больными детьми, ей доложили, что в Петрограде всеобщая забастовка. Это уже шла полным ходом февральская революция. Ранним утром 28 февраля император спешно отправляется из Ставки в Царское Село к семье. В ночь на 1 марта царский поезд остановлен на станции Малая Вишера в Новгородской губернии. Дальше путь перекрыт революционными частями. «Стыд и позор», — записывает Николай в дневнике. Доехать до Царского не удалось, а мысли и чувства все время там. Помоги нам, Господь. Император приказывает доставить его в Псков, в штаб Северного фронта. Он планирует перебросить войска с фронта в мятежный Петроград. А в это время исполняющий обязанности главнокомандующего генерал Алексеев уже рассылает телеграммы с вопросом, желательно ли отречение императора от престола. Все командующие фронтами отвечают «да». «2 марта в 23:40 в салон-вагоне стоящего у Псковского перрона царского поезда Николай II подписал манифест об отречении от престола. С этого момента он полковник Николай Романов. Окружающих поразило каменное спокойствие императора. Один из свитских генералов записал: «Отрекся от престола, будто дивизию сдал». Николай записал в дневнике: «Во имя спасения России и удержания армии на фронте нужно решиться на этот шаг. Я согласился». Решение Николая II было продиктовано жестким со стороны политиков и военных требованием отречения государя от власти. Это требование было вызвано объективно сложной ситуацией, сложившейся в стране. Народ был морально истощен затянувшейся войной и множеством проблем внутри государства. В обществе распространилось убеждение в необходимости жестких ограничений монархической власти. Государственная дума считала отречение необходимым для предотвращения внутриполитического хаоса в стране. Единодушная поддержка идеи отречения со стороны высших российских военачальников. Внутри дома Романовых также не было согласия по поводу будущего монархии. Одних не устраивала фигура императора и его супруги, другие считали, что самодержавие в прежней форме себя изжило. Но брать на себя ответственность за его реформирование никто из великих князей не решался. Будучи уверенным, что камнем преткновений является он персонально, Николай отрекся в пользу младшего брата Михаила. Младший и любимый сын Александра III, тот самый, который когда-то облил водой отца вместе с его сигарой, Михаил подписал отречение от престола 3 марта, через сутки после Николая. Спустя 1,5 года он будет расстрелян в местечке Малая Язовая близ Перми. 3 марта 1917 года Михаил Александрович Романов подписал изданный им манифест об отказе от приятия верховной власти до созыва учредительного собрания. Новый царь желал подтверждения своей власти законно избранными представителями народа, то есть только в том случае, если народ выразит на то свою волю посредством всенародного голосования. Неприятие престола Михаилом способствовало углублению революционных процессов и фактически положило конец монархическому правлению в России, прервав цепочку престолонаследия династии Романовых. Власть в России перешла к Временному правительству. Николай и его жена и 5 детей были помещены под домашний арест в Александровском дворце Царского Села. Через полгода, в августе 17-го, Временное правительство ради безопасности бывшего царя и его семьи решило отправить их подальше от Петрограда в Тобольск.
С ними разрешено следовать тем из дворцовых служителей, кто сам пожелает. В добровольную ссылку вслед за царской семьей отправились 45 человек. Скорее всего, Николай уже понял, что никуда их не отпустят, и что Россия неудержимо скатывается в хаос. На его глазах сбывалось самое страшное из пророчеств Авеля. В октябре 17-го в Петрограде к власти пришли большевики. Романовых из Тобольска перевезли в Екатеринбург и поселили в дом особого назначения, реквизированный особняк инженера Ипатьева. Сопровождать царскую семью разрешили только 5: врачу Евгению Боткину, камердинеру Алексею Труппу, горничной Анне Демидовой, поваренку Лене Сидневу и повару Ивану Харитонову. Николай и Александра старались не обращать внимания на грубость охраны. Больше всего досаждало им воровство. Супруги опасались, как бы не пропали 2 ящика с бумагами, дневником Николая за много лет и личной перепиской. Никогда бы не могла представить, что в мире есть столь совершенное счастье. Такое чувство соединения между 2 смертными людьми. «Я люблю тебя» — в этих 3 словах заключается вся жизнь. Алекс. Ночью 17 июля семье императора и прислуги было приказано собраться в одной из комнат. Арестованным сообщили: ходят слухи об их гибели, и чтобы опровергнуть это, необходимо сделать общую фотографию именно этой ночью, чтобы наутро из газет объявить миру о том, что царская семья жива и невредима. Алексей был болен. Отец нес его на руках. Собрав в подвале всех членов царской семьи, их попросили встать так, чтобы никто не был перекрыт на фотографии. И тогда комендант дома, Яков Юровский, зачитал приговор. Мы вместе, соединены на всю жизнь. И если эта жизнь кончится, мы встретимся в другом мире и останемся вместе во веки веков. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева были расстреляны. Романов Николай Александрович, 50 лет. Романова Александра Федоровна, 46 лет. Романова Ольга, 23 лет. Романова Татьяна, 21 года. Романова Мария, 19 лет. Романова Анастасия, 17 лет. Романов Алексей, 14 лет. И еще 4 приближенных. В 2000 году члены царской семьи канонизированы Русской Православной Церковью как царственные страстотерпцы в сонме новомучеников и исповедников российских. Весной 1918 года великая княжна Ольга незадолго до смерти написала письмо. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится. И чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее.
но что не зло победит зло, а только любовь. Великий Богу венчанный царю Никола.